Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу всегда модную и популярную сумку-малышку кроссбоди из трикотажной пряжи. Я использую пряжу «Вяжи еще». Она эластичная, имеет состав как у полиэфирного шнура, но при этом выглядит как трикотажная пряжа. Такая нить прекрасно подойдет для плотных узоров. За счет плотного узора изделие будет прекрасно держать форму, но я приготовила еще вкладыш-органайзер, который создаст дополнительный внутренний каркас. Здесь я уже пришила свою бирочку. Также мне потребуется крючок 5,5 мм, плечевой ремень. Я остановилась на цепочке, ее буду обвязывать, чтобы интегрировать в свое изделие, и замок. Можно использовать магнитную кнопку или любой вид замочка. Приготовила ножницы и сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю количество петель, количество рядов и размеры заготовок в сантиметрах, для того, чтобы вы могли легко адаптировать изделие для своей плотности вязания или своего материала. Все необходимые ссылки, как всегда, остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Для моего размера изделия мне потребуется 21 воздушная петля. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Провязываю цепочку из 21 воздушной петли. Готово. Теперь одну петлю, первую, я пропускаю, она уходит на петлю подъема на следующий ряд. В заднюю перемычку вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Следующая перемычка. На лице остается обе дужки кромочной косы. Столбик без накида. Таким образом, до конца ряда у меня получится 20 столбиков. У меня последняя точка, провязываю столбик без накида и в конце каждого ряда воздушная петля. Переворачиваю вязание удобно, остается оно лицом на меня. Теперь я буду вязать узор своего изделия. Каждый последующий ряд будет похож на предыдущий. Подхватываю в текущем ряду полупетлю, дальнюю в этом случае, и в предыдущем ряду полупетлю. Эти петли смотрят друг на друга. Провязываю столбик без накида. Следующая полупетля в текущем ряду и полупетля в предыдущем ряду. Столбик без накида. Так далее. Каждую точку вставляю и в текущий, и в предыдущий ряд, провязывая столбик. Соответственно, до конца ряда 20 таких столбиков. Я подошла к 20 столбику ряда. Здесь внимательно нужно подхватить соответствующие петли. Это была петля подъема, она одна остается не затронутой. Последний столбик без накида. Воздушная петля. Переворачиваю полотно удобно. Снова та сторона вязания, которая смотрит на меня, и будет рабочей. Здесь вставляю точно так же. Текущий ряд полупетля, предыдущий ряд полупетля, провязываю столбик без накида. Снова текущий, предыдущий, столбик без накида. Таким образом вязание получается как бы двойным. Двойное полотно по одной стороне и по другой. Очень плотный и красивый узор на выходе. Так навязываю необходимое количество рядов, ряд за рядом. Последняя точка третьего ряда. Здесь внимательно. Немножко закрывается последняя петля, нахожу полупетлю и совсем рядом предыдущий ряд, потому что за счет вязания они притянулись друг к другу. Столбик без накида. Воздушная петля. На этом этапе можно спрятать край начала. Тонким крючком втягиваю его внутрь полотна. Можно подшить. Пряжа достаточно скользкая, чтобы было надежно и она точно не выскочила. Продолжаю.
Первая деталь самая большая, и она почти готова. Если просчитать по одной из сторон, у меня 24 ряда. В сантиметрах это 27 сантиметров, 20,5 сантиметров по короткому краю. Последний ряд вяжу немножко иначе. Точно так же воздушная петля, вставляю крючок в соответствующие точки в текущем и в предыдущем ряду и провязываю соединительную. То есть последний ряд вместо столбиков у меня 20 соединительных. Так до конца ряда. Последняя соединительная провязана. Немного укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью. И здесь можно даже в боковую точку увести ее и вернуть обратно, спрятав внутрь полотна. Так закольцевать. Можно использовать более тонкий крючок. Вторая деталь вяжется точно так же. Мне необходимо также набрать 21 воздушную петлю, так как ширина ее идентична, а глубина около 14 сантиметров. Вот сейчас вяжу то же самое, только не 27, а 14. Меньше половины должно получиться. Набираю точно так же, первый ряд вяжется аналогично и узор соответственно тоже. Я закончила вторую деталь точно так же с соединительными. Ее итоговые размеры. По ширине, напоминаю, она точно такая же, как первая деталь, 20,5. По глубине получилось 15 сантиметров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов по одной стороне. Таким образом соберется сумочка. Здесь я состыкую два одинаковых края в нижней части, где заканчивалось полотно. Так внахлёст она будет закрываться. Сейчас мне нужно связать толщину сумочки, длинную тонкую боковую стенку. Набираю я для этого 7 воздушных петель. Ширина детали будет 6 столбиков. Первая петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Готово. Точно так же в заднюю перемычку пропуская одну точку. Вяжу 6 столбиков до конца ряда. Третий, четвертый, пятый, шестой. Вот я уже примерно понимаю, что она по длине должна быть где-то 49-50 сантиметров. Не забываю воздушную в конце ряда и перехожу непосредственно на мой узор. Текущий предыдущий ряд провязываю столбики ряд за рядом. У меня завершилась последняя деталь. Ее итоговая длина 51 сантиметр. Здесь я вставила маркеры, просчитав количество рядов. Здесь, соответственно, на глубину 15 сантиметров, какова эта деталь. И здесь то же самое. Просчитала и количество рядов, и количество сантиметров. То есть вот здесь вставлен маркер, он соответствует угловой точке от этого маркера. Здесь по сантиметрам нижняя часть, дно должно совпасть. Точка угловая, здесь угловая. И это, соответственно, тоже здесь она совпадет с маркером. Нить я не стала прерывать, потому что ей и продолжу пришивание. Прикладываю так, чтобы маркированная точка была по текущей стороне изделия. Вставляю крючок в угловую точку меньшей детали прямоугольной, подхватываю эту петлю и протягиваю петлю сюда.
Это по лицу будет пришиваться соединительными. Это как бы вставляется под нее. Увожу рабочую нить внутрь. Дальше соответствие рядов. Достаточно глубоко от края входит крючок здесь и здесь, соответственно, тоже. Соединительная. Следующая точка здесь, здесь. Соединительная. Так далее двигаюсь к первому маркеру. В этой точке у меня угол совпадает с маркированной точкой. И здесь только по сантиметрам. Стараюсь так, чтобы совпала и эта угловая точка, так как количество петель не соответствует количеству рядов. Пришивается донышко произвольно. Не нужно натягивать эту деталь или наоборот собирать. Я ориентируюсь на маркер. Здесь тоже вставляю достаточно глубоко. И продолжаю, подкладывая одну деталь под другую. В моем случае я подкладываю длинную тонкую деталь под прямоугольную. Готово. Я прошлась по всем трем сторонам. Теперь перехожу по краю, можно соединительными швами, к противоположной стороне, где необходимо продолжить пришивание последней детали. Здесь по кромке вставляю крючок и провязываю соединительные так, чтобы оказаться в следующей угловой точке. Здесь у меня намечена маркирована точка. Вот с ней мне нужно совпасть. Я прохожу в угловую последний соединительный, немножко вытягиваю, вынимаю крючок. И здесь точно так же. У меня одна деталь должна оказаться сверху другой. Маркированную точку вытягиваю сюда, эту петлю. Прямоугольная деталь сверху узкой, длинной. Далее вставляю крючок в следующую точку. Здесь нахожу соответствующую соединительную. Еще раз напомню, вставляю крючок я достаточно глубоко, напротив каждого ряда, чтобы ряды совпадали по этой стороне. Так двигаюсь к маркированной точке. Здесь тоже вшиваю, чтобы совпали маркированные точки. И завершается ряд соединительных здесь. Я дошла до намеченной точки, все швы проложены. И здесь теперь для симметрии, аналогично как и здесь, можно пройтись немного с соединительными стежками, для того, чтобы стянуть полотно воедино. Прохожу здесь. И заканчивается ряд в этой точке. Немного укорачиваю нить. Этот край лучше подшить. Здесь я провожу его в угловую точку прямоугольной меньшей детали и возвращаю в исходную точку. Прячу на изнанке. Перехожу к креплению замка. Моя сумка готова, получилась очень функциональная и красивая малышка. Такая вместит все самое необходимое. Ширина 25 сантиметров, эффективная глубина 15 сантиметров, ширина боковой части донышка около 6 сантиметров. Сюда идеально вошел мой вкладыш органайзер, можно закрепить его ниткой, но он и так очень крепко держится. Цепочку в дальнейшем я планирую декорировать той же пряжей. Подписывайтесь на мой канал, добавлю этот ролик в короткий вертикальный видео шортс. Застежка у меня очень простая. С простым нажатием закрывается изделие. Остатка пряжи вам хватит на ручку или вязаный плечевой ремень. Возможно связать брелок или кисточку. Изделие очень стильное и красивое. Здорово будет смотреться в любом цвете.
Напоминаю, все необходимое остается в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!